прям птички так поют. Давно тут. Пошли уточек посмотрим. Тут вот еще дорожка есть вон туда. Вот можно пойти. А можно вот туда пойти, там тоже дома. А можно вот здесь срезать для тех, кто тут живет. Вот дровишки, кому нужны, можно забрать. Срубили ветки. Давайте пойдем на мостик. Вон тут сколько голубей. Их тут кормят, приходят. Тут речка. Вон как красиво. Тут свежо, хорошо. И голуби-то тут. На велосипеде проехали по мосту, поэтому так шумно было. Раньше было больше уточек, сейчас только 3. Их кормят хлебушком. Площадка. Потом мне написала эта мать этого одна друга его. И лавочки. Сетка и лавочки. Для болельщиков лавочки. Наверняка.
И что надо понять. Тогда можно вообще не выключать. Шишки. Сколько много шишек. 3. Да? Или это не шишки? Нет, вон есть шишки. Дерево. А здесь тюльпаны. Тут птичек много летает. Ну там забор все время. Вон там забор, забор. И вот он здесь тоже забор идет длинный такой. Смотрите, каштан цветет. Вот крайний дом, за этим домом там лес. Там уже лес такой будет. Там нет домов. Крайний такой дом. И здесь вот такой высокий. Большой-большой. Таких больших домов тут вон сколько. Вон еще. Видите? Вот, вон. Площадка. Шарики. Тут еще вот так вот везде. Ветки такие вот красивые. Здесь обычно у подъезда всегда лавочка стоит. Видите, там лавочка. Там вахтерша сидит всегда. Вот адрес. Лухмановская, 15. Там вот качели. Тут я первый раз такую вижу здесь. Качельку. Горки такие вот здесь. Паровозик. Крыша у паровозика вот он. Паровозик. И тут горочка маленькая. Вот такая площадка. Такие балкончики тут подъездные. Тут вот много мест для парковки. Такие большие. Птички летают.
Вот это лес уже идет. Там нет домов. Это крайние дома. Видите, там тропинка в лес. Так, вот она. Вот это. И она есть не только здесь, она есть вот за этим домом, если туда пройти. Вот туда дальше. Там тоже есть тропинка. В общем, в лес можно заходить. Ой. Видите, тут есть свободное место. Вот тут есть свободные места. Это редкость вообще тут. Вот тут есть свободные места. Ну, сейчас, конечно, уехали, наверное, сегодня пятница вечер. Уехали на дачу многие. Но сам факт, что здесь очень много мест парковочных. Вот. Это вот очень хорошо. Тут и туда, везде в разные стороны будут парковочные места. Вот. Это все официально, тут все отмечено. Можно ставить машину, никто не заберет. Вон какие высокие. Здесь вот Почта России, смотрите, здесь принимает посылочки. Там прям открыто сегодня. И там библиотека. Видите, библиотека. Она маленькая. И тут прям лес. Он идет вот такой вот. Тут его такой длинный. Тут вот уже крайние дома, вот они. Такой дворик. И там лес. Там парк есть туда дальше, если пойти. Смотрите, здесь какие качели есть классные. Их две. Там слева и справа. Очень на них классно кататься. И тут площадка. Видите? На ней раньше тоже ходили. Там такая лежачая планка. И там еще есть... Так, сейчас аккуратненько. О, там мальчишки лазят. Вот здесь вот можно спиной вставать и ноги поднимать. То есть там можно и подтягиваться, и пресс качать, и все что угодно. Такая площадочка небольшая, хорошая. Видите, две качельки всего. КамАЗ едет. Большой. Что-то везет. Электробусов что-то завались. И в ту, и в другую сторону. Смотри. Вот там вот парк за деревьями уже. Не видно. Там вот пару остановок и конечная. Они разворачиваются и едут обратно.
Посмотрим, что тут написано. О, уважаемые отдыхающие, запрещается жечь костры, шашлычки выкидывать, мусор рубить. Ну и живущие рубить тут лес, да, ездить на машине. Если вы вот тут вот живете, да, вот тут вот самый край прям, вот тут вот последние дома, дальше домов нет. Тут вот лес, да, тут вот видели вы последние дома, мы оттуда пришли. И если идти, в общем, здесь надо садиться на автобусе и ехать до метро, потому что метро далеко. Если пешком идти, то здесь где-то пешком идти минут 30 быстрым шагом. Ну, в общем, 30 минут идти пешком до метро, каждый день, представляете? Или ехать на автобусе, там минут 10. Ну, там, может, даже быстрее. Вот мы вот отсюда идем по дорожке, да, смотрите, здесь вот такая штуковина закрытая. И сейчас будем смотреть, что там. А там не видно будет, наверное, ничего. Тут типа болото какое-то, камыши высохшие. А тут не видно там что. Там что-то спрятано. С двух сторон, с этой и с той. Это как кат. Это как этот кат, который огорожен, да, и там такая скоростная трасса. Вот тут птички слышно. Вот всегда, когда мы тут шли пешком, здесь вот уходишь оттуда из города, здесь слышно было, как птички чирикают. Слышишь, тут птичек так много. Прохладненько тут. Тоже, наверное, была речка, она подсохла. Ой, это типа как пух. Ну не пух же это, или пух? Пушистики какие-то. Трубы. Вон кто-то решил посмотреть. Видимо, смотри. Видишь, там трубы так закрыты. Трубы там идут. Вон, видите, там трубы. Смотрите, что мы нашли. Честно, это не я увидела сначала. Речка. Цветочки какие красивые. Какие-то пушистики еще растут, вот, непонятные. Не знаю, что это. Вот сюда вот эти трубы заходят. И дальше уже не видно, куда идут. Вот, видите? Вот это похоже на крапиву. Вот это, смотри. Похоже на крапиву. Лопух растет, смотри. Тут как дикая природа, как будто, да, вот тут вот. Такое место. Там тоже лопухи растут. Вон.
смотри, от солнца тебе отражается телефон. Вот Ванечки тут вон цветочки. Вот, вымерли уже, подорожники говорят. Вот если ранка на ноге, раньше прикладывали подорожники. Что еще делали, не скажу. Но вот прикладывали подорожник к ранке. Вот в городе не увидишь подорожники, а тут есть, вот давно не видели. Здесь можно сходить на фитнес, позаниматься. Такое здание. Смотрите, адрес Лухмановская, 12. Вот. Если кому надо. Там вот видите, тоже здание есть, закрыто там. Реконструкция или что-то там делают, да? Вот оттуда мы пришли. Здесь вот такая дорожка есть. Следующие квартала, следующие дома. Улица следующая, да. Вот. И туда дальше, вот тут, там вот метро. Объект спортивной инфраструктуры. Вот что здесь. Закончит 31 октября 2026 года. Спортивный комплекс будет. Дверь открыта, кстати. Вот такая вот. Видите, там строительные материалы завезли. Делают там все это. Смотрите, видите вот это вот здание? Это у нас вот здесь вот Магнит и... Ну, вот тут написано Магнит, просто не видно за углом, да? Это Магнит. Это здание раньше здесь было сгоревшее. Пустое, страшное, сгоревшее здание. Тут не было ни магазина, ничего. Просто старое брошенное здание, которое сгорело после пожара, видимо, там. И потом кто-то его выкупил, сделал ремонт, и теперь там есть Магнит и Магнит Косметик. Вот это все здание. Теперь оно работает, так удобно, хорошо сделали. Прямо через дорогу вот здесь кто живет. Вот, можно сходить в этот магазин. Дальше здесь торговый центр, видите, там есть ДНС, есть Макдональдс. Ну, то есть вот этот вот сейчас вкусная точка, да. Такой магазинчик. А метро все еще далеко, туда далеко-далеко идти. Ну вот там дальше ничего нет, домов там нету. Там вот лесопосадка какая-то, там нету домов. Это самый край. Тихо, спокойно. Если от метро уходить, вот туда вот дальше жить, то там вот птички и очень хороший парк. Вот, там есть теннисные столы, они крытые, не на солнце вы будете играть, в тенечке, там если дождик даже будет, тоже можно выйти поиграть. Вот. Ой, смотрите, цветет. Как красиво все цветет. Сирень. Тут очень много сирени, она так вкусно пахнет. И еще вот такие цветочки, смотрите. Красивые. Ой, это тут в подвал надо спуститься. Минус первый этаж.
такой магазин. Есть постамат, где можно забрать. У нас, кстати, в постамате, да, по-моему? Нет? Здесь есть сенсорные плиты. Там есть двухкомфорочные, вон там, да, тут одна комфорочная. Помню, когда мы приехали в Питер, мы покупали такую вот плиту. У нас прям была такая вот плита. Однокомфорочная. Тут стоит 1350. То есть самая такая тоже дешевенькая была. По-моему, даже прям похоже очень на эту. Потому что у нас вода не закипала. У нас самая сильная комфорка 40 минут грела воду. Просто грела, она не кипела, вода грела. Мы даже макароны не могли сварить. Поэтому мы купили такую вот. У нас вот это все готовили на такой. Очень удобная, поставить можно куда угодно, на стол. Вот, очень быстро, помню, готовили. Ой, смотрите, тут даже есть швейные машинки. Такие вот разные. Есть маленькие совсем, липучки. Вообще здесь есть магазин, где швейных машинок много. Там прям профессиональные. Тут дешевле, а там прям очень дорогие, такие крутые. Для тех, кто занимается шитьем или вышивает. Такой он, тут его плохо видно. Вот он, две дверцы. Такой вот холодильник. Маленькие холодильнички. Хотела открыть, все заклеенное. Вот это только можно открыть. Тут гриль. Видите, какая колонка. И вот еще две такие большие. Это самая большая. Она вот сколько стоит. Тут тоже много наворот, но она меньше. Видите, здесь тоже сверху вот всего много, но она больше. Это уже другая совсем. Вот. Вот есть такое радио. Радиоприемник. И вот еще меньше. Маленький. Фокус пропал. Наушники. Стиралки он. Клавиатуры. Кофемашины. Есть вот такой вот гайковерт. $7,999 стоит. Тут еще какие-то инструменты. Тут ноутбуки. Сумки для них.
эти, кстати, прозрачные, они такие маленькие. Но вот эти тут уже побольше, да, тут лучше. Маленькие, ничего не засунуть. Когда я встроенный вентилятор, то хорошо. Кресло. Руль. Микрофоны. Набор инструментов. Принтеры. Геймерские джойстики. Мультиметр цифровой, смотрите, есть. Стоит 1750. Автошампуни 1300 и 1050. Радиаторы, ну, чтобы греться, когда холодно. Вот здесь вот ДНС. В Магнит мы сейчас ходили. Такое небо. С этой стороны тоже вон какие облака, как будто там гора. Вон какие красивые. Вон самолет. Ой, смотрите, здесь паучок. Видите, что трясут. Так, вот он у него. Ой, какое страшилище. Наверное, красивый среди своих. Паучок. Это каштан. Цветет. Дерево, такие листики. Листики такие, цветет. Смотри, там цветочек. А нет, это не цветочек. Такой кустик. Красивый. Тут сирень цветет. Красотень. Каштан цветет.
Видите? Тут прям идешь, во дворе каштаны. Потом они будут падать. Площадка. Качельки там. Пойдем, значит, на нее. Еще бутончики есть, которые не раскрылись. Она за прикольно. Луна, вот она. Мгм. Да. Ой, пойдет хорошо. Тут же ничего не написано. Новохохловская. Платформа слева. Переход на второй диаметр. Какие тучки красивые. Какие облака. Такие вот облака. Красивущие.